Всем привет, ребята! Большое спасибо тем из вас, кто меня поддерживает. Если вы цените такие выпуски, а они занимают очень много моего времени, то переводите мне за работу предпочтительным биткоином, адреса внизу. Сейчас будет продолжение разбора интервью с астрофизиком Анатолием Владимировичем Засовым. Все это можно разбирать бесконечно и в каждую тему глубоко копать, но я думаю, даже просмотрев лишь одно это видео, все станет понятно. Если мы говорим, что Вселенная расширяется, по крайней мере, та часть, которую мы видим, по идее, тогда у нее должен быть центр. Откуда все движется, если линии нарисовать? Но совсем не обязательно. Нет. Если бы у нее был центр, от которого все, так сказать, удаляется, то тогда мы видели, что чем дальше смотрим от центра, тем больше скорости, чем меньше объектов, поскольку они больше объем должны заполнять. Этого нет. Логично. Вселенная более-менее равномерно заполнена. Поэтому это расширение без центра. На двумерных моделях это легко, так сказать, просто промоделировать. Возьмите резиновую пленку и тяните ее по углам. Центра на самом деле не будет, везде будет одинаковое расширение. Как же они боятся даже тени намека на центр? Центр ассоциируется со структурой, а это для них страшнее любой черной дыры. Лучше рисовать бесконечную жвачку, растягивающуюся во все стороны, чем признать, что мир структурирован. Астрофизика стала корнем современного нигилизма. Людям внушают, что они живут на случайном шаре, летящем в пустоте, без центра и без смысла. Исчезает сама почва для веры в цель и ценность человеческой жизни. Полярная звезда у нас находится ровно над Северным полюсом. Вся небесная сфера вращается вокруг этой неподвижной точки. Подозрительно смахивает на центр. Да это настолько очевидно, что нужна многотомная наука, чтобы заставить людей этого не замечать. У Вселенной края нету. Края нет? Да. Или мы его не видим? Нет, края как такового. Край это или граница, это то, что отделяет одно от другого. Но если мы под Вселенной подразумеваем все сущее, то по другую сторону границы это та же Вселенная, только с другими свойствами. Но такой границы нет. Край есть у стола, у океана, у любой вещи в природе, но как только доходит дело до космоса, все, тут сразу особые правила. Края нет, центра нет, начала нет, все что угодно, лишь бы не допустить, что мир логичен и закономерен. Такие коммунистические атеисты – это ровно противоположность нам, креационистам, тем, кто верит в сотворение. Типа посередине находятся агностики, дословно без знания. Они утверждают, что они не знают и не могут знать. Я сказала типа посередине, потому что агностики считают, что не делают никаких заявлений. На самом деле их заявление заключается в том, что есть такая возможность, что мы появились без Создателя. А такое заявление тоже надо доказать. Часто упрекают нас в том, что мы верим в Бога без доказательств. Ну, во-первых, это у Анатолия Засова лишь теории, темная материя, Вселенная без края, гравитация. Во-вторых, я-то могу доказать свое утверждение о том, что Творец есть, опираясь на два закона физики. Первый закон термодинамики – это закон сохранения энергии. Энергия не возникает ниоткуда и не исчезает никуда, она просто меняет свою форму. Ведь атеисты, они же натуралисты, материалисты, короче, те, кто утверждает, что есть только природа и ее законы, без всякого сверхъестественного. Они ведь признают физику, поэтому они обязаны полагаться на первый закон термодинамики. Он не является чем-то, что придумали ученые. Это не теория, не гипотеза, это природный закон, то есть наблюдение, которое подтверждается абсолютно во всех случаях. Энергия не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда. Вы скоро поймете, к чему я. Второй закон термодинамики связан с понятием энтропии, это мера беспорядка. Он говорит, что энтропия, беспорядок, хаос всегда растет. Можно задаваться вопросом, почему это так, и выдвигать какие-то теории, но то, что этот закон всегда работает, это факт. В природе любое состояние стремится к тому, чтобы разница исчезла, то есть все процессы стремятся к равновесию. Если где-то горячо, а рядом холодно, то тепло будет перетекать до тех пор, пока температура не выровняется. И в быту это может восприниматься как хаос. Но на самом деле энтропия – это просто инструмент для движения системы к состоянию равновесия. Если человек атеист и полагается только на природу и процессы естественные, то первый и второй законы термодинамики – это его хлеб с маслом. Если энергия не появляется из ничего и не исчезает в никуда, то как в таком случае она возникла? Как возникла Вселенная? У атеиста два варианта ответа. Первый, ты можешь сказать, что она всегда была здесь, и так ты не нарушишь первый закон термодинамики. Или второй, что ее сюда поместили, и так ты нарушишь первый закон термодинамики. Поэтому атеист всегда выберет первый ответ. Теперь перейдем ко второму закону, который говорит, что система всегда стремится к равновесию. Чтобы система всегда стремилась к равновесию, нужна энергия.
Это значит, что по мере роста энтропии, а это, напомню, второй закон термодинамики, количество доступной энергии уменьшается. Ну так вот, проблема-то в том, что если бы Вселенная существовала вечно, то за бесконечно долгий срок энтропия достигла бы максимума. Не было бы разницы температур, не было бы звезд, процессов, Солнца. Все было бы равномерной кашей. И если количество, пригодной для использования энергии, всегда уменьшается из-за того, что системы стремятся к равновесию, это подразумевает ведь начальную точку, от которой началось это уменьшение. Второй закон термодинамики считается одним из самых непробиваемых законов природы. А если ты материалист, натуралист, то есть придерживаешься всех этих естественных законов, а это то, о чем всегда говорят атеисты, то ты обязан признать, что начало было. А если у Вселенной было начало, то она не могла появиться из ничего. Это бы противоречило первому закону. Значит, было нечто вне законов природы, которое это начало дало. Называйте это как хотите, мы называем это Богом. Если ты держишься своих же законов природы, то ты должен поверить в сверхъестественное. Остается только сверхъестественный Создатель. Это просто фактический, эмпирический вывод, логически проанализированный. Вот и все. Азасов говорит, что нет никаких краев, нет никакого центра, не было никакого специфического взрыва в каком-то там центре. И всегда было электромагнитное излучение, то есть, по его словам, не было начала. Приведу цитату Александра Виленкина, советско-американского физико-теоретика, профессора космологии и физики. «Нет выхода, им приходится столкнуться с проблемой космического начала». Атеист очень не любит слово «начало», он верит в то, что Вселенная вечная, а то большой взрыв слишком подозрительно напоминает наличие Творца, поэтому многие нашли для себя дверцу, якобы все всегда было. И я эту дверцу сейчас только закрыла, полагаясь на первый и второй законы термодинамики. У атеиста больше не остается выхода, кроме как посмотреть в лицо началу. Оно не религиозный довод, а вывод из законов природы, которые сами атеисты называют непробиваемыми. Когда-то вообще не было химических элементов, не было. Были, конечно, ядра водорода, там гелия, как ядра, тяжелых элементов не было. То есть он говорит, что чего-то никогда не было, а что-то всегда было, как будто водород и гелий откуда-то сами материализовались и жили вечно. Если что-то всегда было, то почему не могли всегда быть тяжелые элементы? Какая-то придуманная временная шкала. Этому начало, этому изначально, а это синтезировалось в звездах. Вся эта запутанная конструкция про никогда не было элементов, водород всегда был, а это и то появилось через миллиарды лет, нужна ровно для того, чтобы избегать начала. А это стратегия ухода от ответственности. Ведь если признать Бога, нужно автоматически признать, что твои слова и действия будут оценены. Гораздо удобнее спрятаться за научный туман, где все размыто и не нужно ни за что отвечать. А Солнце, как обычная звезда, состоит из водорода и гелия. Причем это тоже, так сказать, до 20-х годов 20 века это было неизвестно. Считали, что Солнце в основном состоит из горячих паров железа. Солнце — это не кусок материи, а постоянное взаимодействие полей. Оно не состоит из чего-то, оно и есть проявление энергии. Если бы Солнце было шаром горящего газа, оно давно бы сгорело. Его стабильность возможна только в том случае, если мы имеем дело не с химическим горением и не с огнем, а с процессом непрерывной энергии поля. Солнце светит и греет нас мгновенно, без задержек, и при этом его свет и тепло приходят в строго электромагнитном спектре. Оно ведет себя не как печка из раскаленного вещества, а как источник полевых колебаний. Никаких огненных языков в реальности мы не видим, только сияние и светимость. Какого типа детекторов нам не хватает, чтобы обнаружить темную материю и темную энергию в скобках? Но это разные, видимо, вопросы получаются. На каком физическом принципе могут быть построены такие детекторы? Темная материя, она, по-видимому, все-таки существует, то надо честно признать, это пока это гипотетическая среда, это лишь гипотеза. Стоп. 95% общепринятой модели, которые исследует Засов, состоит из темной энергии и материи. Если, по его словам, это гипотетика, то вся астрофизика — это не наука, а вера. 5% видимой материи мы как-то наблюдаем, а все остальное — темная энергия и материя — невидимо, недоказуемо и существует только потому, что без этого расчет не сходится. Прямо как в бухгалтерии. Приписали невидимые активы, баланс сошелся. Или как если бы врач сказал, 95% вашего диагноза основано на воображаемых органах, которые мы никогда не видели, но без них картина не складывается. Есть некоторые путаницы здесь, конечно. Есть два фактически представления о темной материи. Это как материя, которую мы никакими существующими приборами не можем увидеть излучение. А второе, это к этому должно добавляться и это вещество, которое не состоит из атомов.
Единственное свойство вещества у нее в том, что она обладает гравитацией, правильно? Да, ну, с гравитацией, да, иначе бы не было вообще разговора об этом. Шикарно. Объяснять теорию теории. Получается вечный двигатель абсурда. Одно воображаемое явление держится на другом воображаемом явлении. Думаю, астрофизик в курсе принципа плотности. Более плотные тела стремятся вытеснить менее плотные и опускаться вниз, менее плотные всплывать вверх, а направление вниз задается электромагнитным полем Земли. Все просто и наблюдаемо. А вот идея о том, что два объекта якобы сами по себе притягиваются друг к другу невидимой силой, вот это недоказанная теория, придуманная для оправдания глобусной модели. Итак, гипотетическая темная материя обладает теоретической гравитацией. Невидимое существо, единственным свойством которого является невидимая сила. И при этом не хватает наглости приписывать нам что-то, мы верим в чудеса. Все как раз наоборот. Я-то опираюсь на физические законы и реальные наблюдения, а не на фантазии горящего газа в пустоте.